Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. И обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Заглядывайте в плейлисты, смотрите видео, надеюсь, видео вам понравится. И оставляйте свои лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Много разных стран, много разных городов. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо за ваши комментарии, за ваше внимание, за ваши отзывы, предложения, пожелания. Я сегодня к вам с новым узорчиком увидела и захотела, думаю, надо показать своим ребятам, девчатам. Ниточки у нас Ярнард Супер Перле. А мы уже с ними работали, да, с такой палитрой работали. Итак, что же это? Новички, смотрите. Это получается 100% акрил, так, в 100 граммах 400 метров. И я уточняла еще, у них такая интересная такая текстурка. Видите, такая накрутка, очень приятная, тактильно, вот на ощупь. Итак, нам здесь советует производитель, берите крючок 3 миллиметра. Вот, мы берем 3 миллиметра. Девчата, ребята, кому интересен номер цвета желтенького, это 216. Кто давно на канале знает, что делаю небольшие узорчики, буквально в районе 30 петелек. Сегодня раппорт узорчика у нас будет 4 петельки. И мы с вами, получается, наберем 39 воздушных петелек. То есть мы с вами наберем раппорт узорчика и кромочные, так скажем, петельки, чтобы красивый узорчик заканчивался. Давайте начнем с беленьких. А потом присоединим желтенькое. Будет очень-очень красиво. Итак, все как всегда. Для начала мы, получается, делаем петельку фиксации. Так. И мы ее, получается, при наборе петелек не считаем. А теперь набираем 39 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Есть. Вот это наш будущий образец. Далее что мы делаем? Мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Одну петельку по узорчику. 1. Просто пока повторяйте. Получается, вы набрали дополнительно 4 воздушные петельки. А теперь получается, пропускаем, вот, считаем, да, от крючка 7-ю петельку. 1, 2, 3, аккуратненько смотрим, 4, 5, 6, 7. Делаем накид и ныряем вот в эту 7-ю петельку и провязываем столбик с накидом. По идее, получается, мы здесь что сделали? Вот такое вот окошечко. То есть мы сделали столбик, да, 3 петельки подъема. Воздушная петелька, это у нас петелька, получается, по узорчику для окошечка. И здесь, получается, мы пропустили 1 петельку. Идем далее. Воздушная петелька. Пропускаем 1 петельку цепочки и в следующую петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Сформировалось такое второе окошечко. Опять воздушная петелька. 1 петельку цепочки пропускаем, в следующую петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Третий получается наше окошечко, получается, да? Видите? Вот. И так вы должны делать до конца ряда. Понятно? Смотря сколько вы набрали петелек. 1 пропускаем, следующую ныряем. Набрали только так же, как и я, да, провязывайте вместе со мной. Набрали больше, рассчитывайте. Набрали меньше, точно так же рассчитывайте. 1 пропустили, следующую провязываем столбик с накидом. Все, давайте вот так вот окошечки до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Так, как вам окошечки? Окошечки, вагончики, да, как угодно назовите. Итак, что делаем дальше? Этой же ниточкой делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь делаем 1 воздушную петельку по узорчику. Итого получается 4 воздушные петельки. И дальше смотрите, перешагиваем, да, наше окошечко. И вот в столбик провязываем столбик с накидом. То есть у нас, как бы скажем, кромочное окошечко будет, да? Вот такое вот забавное название. Дальше смотрите. Накид. И мы будем работать вот с этим вот следующим окошечком. Мы в это окошечко ныряем, вытягиваем ниточку, оп, и подтягиваем до высоты столбика. 1, держим на крючке. Накид. Еще раз так же сделали. 2, держим. Накид. 3, держим. Накид. 4, держим. Накид. 5, держим. Понятно?
И когда вы сделали 5 петелек, 5 накидов, вы провязываете все практически до конца, остаются 2 петельки на крючке, и потом их провязываете вместе. Вот такая вот получается шишечка, пышный столбик. Далее накид, и сразу же вы провязываете следующий столбик столбиком с накидом. Вот, то есть у вас вот будет такое вот окошечко, оно будет у вас таким вот образом заполнено. Далее воздушная петелька, и следующее окошечко пропускаете и провязываете столбик в столбик. Есть. Далее в следующем окошечке будете работать с этим окошечком. Делаем также пышный столбик. Раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4 и накид 5. Все вместе провязали, 2 петельки остались, потом 2 петельки провязали и столбик в столбик. Понятно? Вот. То есть как бы в шахматном порядке. Пышный столбик, пустое окошечко. Пышный столбик, значит дальше у нас будет пустое окошечко. Воздушная петелька и столбик в столбик. То есть пустое окошечко сделали. Дальше получается у нас пышный столбик. Поняли, да, принцип? Накид. Раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Провязали все вместе. 2 петельки оставили, 2 петельки вместе и столбик в столбик. Следующее окошечко пустое. Воздушная петелька и сразу же столбик. Все. И вот так вот до конца ряда. Понятно? То есть у вас вот такие вот получаются шишечки в перемешку с пустыми окошечками. Все, до конца ряда. В конце ряда я вас жду. Давайте. Так, смотрите, вот провязали до конца практически, да, наш ряд. Вот с такими пышными столбиками, с окошечками. И заканчиваем мы, видите, у нас остается одно окошечко. Делаем воздушную петельку. Пропускаем здесь, получается, одну петельку. И там, где у нас, помните, петельки были, да, много набирали. Получается, в третью петельку подъема провязываем так вот столбик с накидом. То есть заканчиваем пустым окошечком. Далее вот так вот делаем петельку. И мы ее здесь можем спокойно отрезать. Она нам здесь уже не понадобится. Я считаю, что данный узорчик, который мы будем сейчас с вами вязать, он самый-самый расточительный из всех, которые я, скажем, по крайней мере, встречала. Итак, вот наш ряд с нашими шишечками. Далее присоединяем новую ниточку, в нашем случае желтенькую. Опять, помните, да, окошечко? 3 петельки подъема и воздушная петелька. Так вот, присоединяемся к третьей петельке подъема. Для начала мы сделаем петельку фиксации. Есть. И у нас получается каждый ряд узорчика будет новым цветом. Итак, к третьей петельке присоединяемся. И вот таким вот образом соединительной петелькой, оп, оп, соединили. Все, готов наш новый цвет к вязанию. Итак, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Воздушная петелька узорчика, то есть по краю у нас здесь будут, так скажем, кромочные наши окошечки. Присоединяемся вот к нашему столбику, который у нас вот беленький. Присоединяемся, провязываем столбик с накидом. А далее смотрите внимательно. Вот наш, получается, пышный столбик, беленький есть, да? Наша задача провязать еще один пышный столбик, но смотрите, какая особенность. Мы ныряем как бы в сердцевинку вот нашего белого столбика, вытягиваем ниточку, раз, подтянули до уровня столбика, накид точно так же нырнули именно в сердцевинку столбика пышного, 2, накид тоже так же ныряем, 3, накид сюда же, 4, накид сюда же, 5. И точно так же провязываем все петельки. Остаются 2 петельки на крючке. Потом 2 петельки вместе. Оп, все. Вот должна получиться вот такая вот картина. То есть пышный столбик в пышном столбике. Идем дальше. Сразу же точно так же присоединяемся к столбику, как в предыдущем ряду. У нас получился как бы рельефный лицевой пышный столбик, да? Вот такого еще мы с вами как бы не вязали. Воздушная петелька. И опять переключаемся на следующий столбик. Провязываем столбик с накидом. Все, там где пышный, и мы делаем пышный. Только здесь у нас будет желтенький, пышный, рельефный, лицевой. Так, вот, сердцевинку взялись. Вытягиваем раз. Точно так же нырнули 2. Накид. Точно так же нырнули 3. Точно так же нырнули 4. Точно так же нырнули 5. Все вместе провязали, 2 петельки вместе провязали, столбик присоединили.
Все, ничего сложного. Опять воздушная петелька и опять столбик в столбик. Принцип понятен, да? Все. И вот так вот вы должны провязывать до конца ряда. То есть, опять же, видите, у вас граница четко видно, где у вас пустые окошечки, а где у вас пышные столбики. Конечно, вы можете для себя, для удобства, например, да, вот так вот нырнули, нашли сердцевинку вашего пышного столбика. Можете вот так вот повернуть вязание, да, схватиться за пышный столбик и провязывать его. То есть, как вам будет удобно. Раз, накид, сюда же опять нырнули, держим пышный столбик. 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Возможно, вам так будет удобнее и быстрее. Все, опять все вместе петельки провязали, далее 2 петельки провязали. Все, и последний столбик с накидом. Огонь. Все, давайте вот так вот до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Несложно, у вас получится. Так, ну как вам? Получилась вот такая первоначальная красота? Получилось. И теперь мы, смотрите, опять закончили пустым окошечком, вытягиваем петельку и опять отрезаем. Надеюсь, ни у кого шока нету, да, от такого количества отрезков, потому что, ну, я предупредила заранее, узорчик ест много ниток. Что, переключаемся далее опять. Я переключаюсь на первую, да, ниточку, получается, на белую. Вы можете переключаться на любой другой цвет, то есть на ваше усмотрение. Итак, опять сделали петельку фиксации и присоединяемся точно так же к третьей петельке. То есть мы будем провязывать только с одной стороны. Видите, это изнаночка, она вся вот такая вот у нас будет, а лицевая сторона вся в шишечках вот в таких, понятно? Поэтому нам каждый получается ряд, каждый цвет один ряд, вот так вот. Итак, в третью петельку подъема нырнули, опять провязали соединительную петельку, оп, и опять делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Сохраняем наши окошечки, где пустые, там пустые. Воздушная петелька для окошечка. И опять, где столбик, там провязываем столбик с накидом. А теперь мы с вами провязываем первоначальный наш, получается, ряд. Ну, смотрите, как интересно будем прицепляться, так скажем. Вот наш желтенький пышный столбик, да, он как бы у нас такой, как бы боковинкой повернутый. Находим вот так вот сердцевинку, ныряем, вытягиваем ниточку. Сердцевинку хорошо видно. Раз, потянули хорошенько. Накид, опять сердцевинку. 2, видите? Вот, если внимательно посмотреть, видите, как колечко. Сердцевинку, вон там ее видно. Накид сюда же 3, точно так же. Накид 4, накид сюда же нырнули 5. Теперь точно так же провязываем все петельки вместе, 2 петельки остаются, и потом эти самые 2 петельки. Накид и столбик, столбик провязываем. Есть. Воздушная петелька, там у нас пустое окошко, да? Делаем пустое окошко, опять провязываем столбик с накидом. Вот, смотрите, у нас получается вот такая вот красота. То есть как бы над белым столбиком будет белый, а по бокам, как цепочечка, да, будет окружать желтый. Давайте еще раз. Накид. Вот наш, получается, пышный столбик, желтенький. Вот наша сердцевинка, мы ее видим. И мы уверенно в нее шагаем. Так, вытягиваем ниточку. Раз, накид сюда же. 2, накид сюда же. 3, видите, ее хорошо видно. Не промахнетесь. Далее, накид сюда же. 4, накид сюда же. 5. Это как бы как пончик, да, такой получается. Все вместе провязали и последние 2 петельки провязали. И опять столбик, столбик. Все, ничего сложного. Воздушная петелька, пустое окошечко. Как вам? Красота? Все, давайте тогда до конца ряда. Несложно. В конце ряда я вас еще раз встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, что в итоге получается. Неплохо, да? Согласитесь, необычно. Итак, как всегда, заканчиваем наш ряд. Воздушный, получается, вот так вот петелькой, да, и вытягиваем и отрезаем. Идем дальше. Берем опять, ну, я беру желтую ниточку, да, вы берете, какая вам приглядится. Итак, переключаемся. То есть все то же самое. Опять петелька фиксации. Присоединяемся к нашему первоначальному окошечку. Вот наши все окошечки. К третьей петельке подъема. И делаем... Сейчас кончики уберу. Кончики, наверное, надо сразу прятать, чтобы не мешались. И соединительной петелькой. Раз, провела и провела через вторую петельку. Все. Опять 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Одна воздушная петелька по узорчику. И опять формируем пустое окошечко. Столбик, столбик. Есть. Еще раз повторим, как мы провязывали желтый столбик. Да? Накид. Вот наша середка.
Ныряем. Очень просто ныряйте. Тем более не вяжите слишком плотно, да? Тогда вообще спокойно можете серединку найти. Вытягиваем нашу петельку. Хорошенечко подтягиваем. Раз. Накид. Опять сюда же. 2. Накид. Опять сюда же. 3. Накид. Опять сюда же. 4. Накид. Опять сюда же. 5. Все. Вместе провязали. 2 петельки остались. 2 петельки вместе провязали. И дальше опять вот наш столбик, мы в него провязываем столбик с накидом. Пустое окошко, да, делаем одну воздушную петельку. Все, и так далее. И у нас с вами получаться будет, как вот видите, звенья цепочек, да, видите, беленький так вот, а желтенький будет вот так вот окружать. Все, вот это весь узорчик, видите, какой он классный, но расточительный. Давайте, если у вас хватит смелости ниточек, увеличим образец, да, если не хватит смелости ниточек, смотрите, я через несколько рядочков покажу вам, что в итоге получилось. Итак, смотрите, вот что получилось по итогу. Я провязала несколько рядочков. Ну, смотрите, уже видно, что красота, да? Хотела, конечно, больше сделать образец, но вспомнила, что мне необходим белый цвет для моего же онлайн-проекта в Инстаграме. Там-то еще ж белого, ого, сколько надо. Поэтому остановилась. Но принцип узорчика понятен, да? Изнаночка, гляньте, какая четкая, аккуратная. Лицевая сторона вся рельефная. Посмотрите, какие мощные получаются вот эти вот шишечки, да? Вот такие бубочки, такие классные. Смотрите, если вы будете, например, использовать его в коврах, это вообще бешеный массаж ног будет. И, ну, конечно, не с этими ниточками, да, то есть это может быть полиэфирный, полипропиленовый шнур и так далее. И опять же, если вы будете вязать данный узорчик ниточками потолще, возможно, вам не нужно будет набирать 5 петелек и 5 накидов, да, вам можно, может быть, 4, 3 там и так далее. То есть смотрите, нужно эмпирически для себя подбирать. Но, конечно, можно использовать его где? Можно в сумочках. Представьте, да, сумочка такая будет интересная. Ну, цвет подобрать, понятное дело, материал, из которого вы будете делать, клатчи. Классно? Классно. Опять же, сидушка на стульчик, на табуреточку. Это может быть чехол непосредственно на что? На кресло, да, например, там на стул. Плюс ко всему чехлы на различные гаджеты. Допустим, как вариант. Гляньте, какая амортизация будет шикарная, да? Ничего с ним не сделается. Вот. Но опять же, что это может быть? Это могут быть шарфики, могут быть снуды. Классно будет, тоже шикарно смотреться. Это могут быть, естественно, кофточки, кардиганчики. Это может быть просто как отдельный элемент декора. Вот вы вязали, например, кардиганчик, да, там кофточку. Это может быть кармашек у вас такой интересный, забавный. Почему бы нет? Вот. Идей, конечно, море, но опять же, предупреждаю, расточительный, просто сильно-сильно расточительный. Ну, вот смотрите, если вдруг надумаете, вот такая может получиться красота. Итак, ну что, давайте замерим. Итак, набирали 39 воздушных петелек. Если это же пряжа, этот же крючок, да, а пряжа тоненькая у меня, крючок тоже тоненький, да, вы можете брать толще. В моем случае это получается, ну, практически 21 сантиметр, да, чтобы вот так вот не искажать, держу на весу, получается, ну, 20 точно сантиметров. И здесь получается у нас ряд первый наборный, потом второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И получается, я просто сделала ряд с такими окошечками, 9. Так, это у нас получается тоже 9 сантиметров. Каждый ряд сантиметр. Ну, здорово, здорово. Естественно, воздушных петелек-то много. Гляньте, как тянется. Видите? Тут, конечно, не так сильно, но так вот в ширину классно тянется. Вот, в копилочку ваших узорчиков. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда появятся на канале новинки. И внизу под видео находится стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками в соцсетях». Делитесь. Заранее спасибо вам большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.